Приветствую вас на вязальном канале «Творчество на спицах». Меня зовут Людмила Прижевская. Сегодня видео о моем шарфе и всех ваших шарфах, которые мы вместе связали в совместном проекте по вязанию таких моделей в технике двухстороннего жаккарда. Компания собралась довольно приличная. Нас изначально было более 100 человек, но шарфов мы связали, не сказать, чтобы много. Многие еще вяжут, а кто-то, наверное, еще и не начинал вязать. Я очень хорошо понимаю, что это не тот проект, для которого главное захотеть связать. И достаточно выбрать пряжу, подобрать плотность, и все получится. Здесь, кстати, плотность совсем не обязательно подбирать. Просто от выбора пряжи и спиц получится разная ширина шарфа. У кого-то получилось 17 сантиметров, а у кого-то 21 сантиметр, хотя вязали по одной и той же схеме одинаковое количество петель. Так вот, этот проект непростой. И те, кто ни разу не вязал в этой технике, возможно, недооценили всю сложность работы. Это только с первого взгляда кажется, ну что тут вязать, какой-то шарфик. Но попробовав, понимаешь, что не все так просто. Я после того, как связала свой первый шарф «Тумба-Юмба», была уверена, что вряд ли захочу снова такую работенку. Хотя мне льстило, что мужу понравилась моя первая работа, и он не против носить такой же шарф. Тумбу-Юмбу я вязала на подарок. И, конечно, я согласилась связать для него такой шарф. Но когда мы начали обговаривать детали, какой рисунок он хочет видеть на шарфе, какой будет цвет, ширина, муж не мог определиться ни с одним пунктом. И я даже вздохнула с облегчением, что, слава богу, не надо снова вязать этот двухсторонний жаккард. Забыла на какое-то время об этом, пока вы мне не прислали сразу 3 фото ваших работ Тумба-Юмба. Так вдохновили этим, что моментально родились 3 схемы для новых шарфов. Я как раз работала над своим проектом «Кардиган Апачи», поэтому 2 схемы для шарфа получились производными от рисунка жаккарда на кардигане. Они так у меня и называются: Апачи 1 и Апачи 2. Третью схему я назвала Наваха, и он тоже созвучен с темой индийских племен, мне так кажется. Шарф для мужа, как видите, я вязала по схеме Наваха, и большинство участников совместного проекта тоже выбрали этот узор. Хотя уверена, что и Апачи смотрятся замечательно. Совсем скоро я покажу фото работ участников совместного проекта, и вы сами убедитесь.
В совместном проекте многие, если не большинство участников, вязали двухсторонний жаккард впервые. И многие искренне говорили, что это невозможно, что это нереально трудно. Я соглашусь, что отчасти это на самом деле так. Процесс требует максимальной концентрации. Вокруг ничего не должно отвлекать. Никаких телевизоров и общения с близкими. В самом начале я советую проговаривать каждую петельку, особенно когда вяжете изнаночные ряды, где рисунок надо читать в инверсном виде. Но по мере продвижения процесса мозг начинает привыкать, и работа уже не кажется настолько сложной. Как сказала одна участница, что сначала надо мозг разбудить. Еще было сложно контролировать натяжение сразу 2 рабочих нитей. Мне лично это давалось сильным напряжением пальцев левой руки. Поэтому я не могла долго, без отдыха вязать только шарф. А муж, когда я призналась, что этот шарф я вяжу для него, сначала сразу расплылся в улыбке, ему понравилось все: и рисунок, и выбранный цвет, и ширина шарфа. Зато стал подгонять, чтобы вязала быстрее. Увидит, что я села что-то вязать, и пристает: почему не вяжешь шарф, почему не вяжешь шарф? Пришлось ускоряться. Шарф я вязала в подарок ему на 23 февраля, связала намного раньше и, конечно же, сразу вручила мужу, и он с удовольствием его носит. Меня это очень радует. Приятно доставлять своим близким радость, сделанную своими руками. Шарф по каждой из схем можно связать любой длины. Сколько раз вы повторите раппорт, зависит только от вас. Слава богу, мужу не нужен был длинный шарф, чтобы носить его, обмотав вокруг шеи. Он носит его в таком классическом виде. Поэтому длина шарфа всего 1,5 метра и ширина 17 сантиметров. 3 схемы для шарфов. Я в ближайшее время оставлю в статье на Дзен-канале в свободном доступе. Схема шарфа Тумба-Юмба по-прежнему равна стоимости шоколадки. Теперь приглашаю вас насладиться работами девочек. Я покажу готовые работы и процессы на сегодняшний день. Кто еще не довязал, вяжите в своем темпе, ведь вязание для нас – это хобби, а хобби в первую очередь должно доставлять радость. Спасибо всем участникам, кто решился на этот эксперимент и покорил одну из сложных техник вязания двухсторонний жаккард. В общем, кто справился с этим, настоящий герой. Недаром видео выходит такой знаменательный для нашей страны день 23 февраля, когда мы поздравляем своих мужчин, своих защитников с праздником. Вы наша крепость, поддержка, опора. Мы вас очень любим и для вас с радостью готовы решать такие головоломки, как двухсторонний жаккард. После показа работ я вставлю фрагменты видео, все материалы, которые были в совместном проекте. Любой желающий может попробовать свои силы и связать такой замечательный шарф. Приятного просмотра!
Друзья, привет! Начну с небольшого обзора схем для наших будущих шарфов. На мой взгляд, по сложности они практически одинаковые. Единственное, отличается высота раппорта. У рисунка Наваха это 20 рядов, у рисунка Apache 2 – 28 рядов, у Apache 1 – 40 рядов. Но раппорт в каждом варианте вряд ли можно запомнить, все равно надо вязать со схемой перед глазами. Каждая схема имеет начальный и конечный секторы, и между ними повторяющиеся раппорты. Столько раз, сколько вам надо, какой длины хотите шарф. Схема Наваха и Apache 2 составлена на ширину 39 петель, а схема Apache 1 на ширину 43 петли. Но какой ширины вы получите шарф, будет зависеть от многих факторов. Это пряжа, спицы, плотность вашего вязания, потому что это настолько все индивидуально. Приведу пример с шарфом Тумба-Юмба. Я вязала шарф из пряжи 300 метров на 100 грамм на спицах 3,5. Схема там тоже была построена на 43 петли. И размеры моего шарфа были 25 сантиметров ширина и 2 метра 30 сантиметров длина. А у девочки, которая вязала по этой же самой схеме из пряжи 500 метров на 100 грамм на спицах 3 миллиметра, получилась ширина 18 сантиметров и длина 1,60 м. А схема там построена на конкретное количество рядов. То есть это показывает, что все очень-очень индивидуально. Сейчас я буду вязать из такой же пряжи, как вязала Тумбу-Юмбу. Это 50% ягненок, 25% кашемир и 25% ПА. Артикул названия не имеет, это стоковая пряжа. У нее 600 метров на 100 грамм я смотала в 2 нити. И эта пряжа абсолютно не кардная, она совсем не раскрывается после ВТО. Но изделие из нее очень сильно вытянулось. Но я думаю, что это не из-за пряжи, а из-за того, что моя техника вязания в двухстороннем жаккарде очень-очень слабая. Ну, по крайней мере, так было на первом изделии. Не знаю, как будет на втором. И он после ВТО просто вытянулся катастрофически. Желательно, чтобы 2 цвета выбранных были одного артикула, но это не обязательно. Если подберете разную пряжу, подходящую, на ваш взгляд, то пожалуйста. Советую более светлую пряжу из 2 выбранных оттенков определить как фон лицевой стороны шарфа. То есть лицевая сторона – это то, что мы видим на рисунке. А темная пряжа будет, соответственно, изнаночная сторона шарфа, фон изнаночной стороны шарфа. В вашем распоряжении схемы 3 вариантов шарфов, JPEG и PDF форматах. Пользуйтесь, как вам удобно. Возможно, кто-то пользуется специальными программами. Посоветуйте тогда, может быть, кому-то будет полезно. Я пользуюсь распечатанным вариантом и при провязывании каждого ряда зачеркиваю этот ряд, чтобы не запутаться, потому что есть такой момент. Основной принцип вязания двухстороннего жаккарда, напомню, для тех, кто не вязал, не знает, заключается в том, что каждая клеточка на схеме обозначает 2 петли. Первая из них провязывается лицевой, тем цветом пряжи, который надо по рисунку, а вторая провязывается изнаночной петлей, соответственно, 2 цветом пряжи. И основная трудность заключается в том, что в изнаночных рядах, когда мы движемся слева направо, нам надо читать схему в инверсном виде. То есть, если на схеме белая клеточка, то вяжем лицевую петлю темной пряжей, а изнаночную светлой. Я надеюсь, вы определились со схемой, какую хотите вязать. Я, как видите, выбрала схему Наваха и набрала на спицы 3,5, 39 петель темной пряжей, обычным способом длинный хвост.
Количество петель равно количеству петель по схеме и вяжу первый установочный ряд. Провязываю петлю лицевой, накид, лицевая, накид. И так до конца ряда. То есть удваиваем количество петель. И последний должен быть обязательно накид. И последняя петля и накид. Разворачиваем вязание. И дальше вяжем первый ряд по схеме. По схеме в нашем ряду все клеточки темного цвета. Это значит, что мы вяжем лицевые петли темной пряжей, в моем случае темно-серая, а изнаночные петли я буду вязать вторым цветом зеленый. Я располагаю 2 рабочие нити на указательном пальчике. Рабочие нити всегда должны идти рядом на указательном пальчике. И первая петля у меня, конечно, накид. Тут как-то попытаться надо провязать темной пряжей лицевой. Как-то так. Вторую петлю мне нужно провязать изнаночной зеленой. И продолжаю. Лицевая серой пряжей, изнаночная зеленой. Обе рабочие ниточки идут вместе. Лицевая серой, изнаночная зеленой. Лицевая серой, изнаночная зеленый. Лицевая серый, изнаночная зеленый. Прям советую повторять для себя это, чтобы до тех пор, пока не войдет в привычку, что лицевая одной пряжей, а изнаночная второй пряжей. Подходим к концу первого ряда, провязываем лицевую серой, изнаночную зеленой, и остается 2 петли. В каждом ряду, и в изнаночном, и в лицевом, в конце ряда мы провязываем следующим образом. Снимаем предпоследнюю петлю рабочей нити за работой и последнюю петлю снимаем рабочей нити перед работой. То есть рабочие нити должны как бы между этих 2 петелек выходить. Ряд закончили. Переворачиваем вязание. И вяжем второй ряд, который уже идет по изнаночной стороне. И по нашей схеме второй ряд смотрим в инверсном виде. То есть лицевые у нас должны быть зеленые, а изнаночные серые. В начале каждого ряда первые 2 кромочные петли провязываем следующим образом. По рисунку лицевая должна быть зеленой. Провязываю первую петлю зеленой пряжей. А чтобы провязать вторую изнаночной, я 2 рабочие петли завожу перед вязанием и перекрещиваю. Перекрещиваю, чтобы та петля, которую буду сейчас вязать изнаночную, у меня сейчас серая это, была скрещена с первой рабочей нитью, и провязываю изнаночную. Все, далее рабочие нити я возвращаю на указательный пальчик и продолжаю вязание.
Лицевые вяжу зеленые, изнаночные серые. Лицевая зеленая, изнаночная серая. Лицевая зеленая, изнаночная серая. И так до конца ряда. Доходим до конца ряда, в котором последние 2 петли кромочные. В конце ряда мы не провязываем. Снимаем предпоследнюю нить за работой и последнюю петлю снимаем нити перед работой. Вязание переворачиваем. Вяжем третий ряд. В третьем ряду у нас начинается вывязывание уже рисунка. Первые 2 петли должны быть серые. Вяжем кромочные петли. Первую петлю лицевую провязываю серую. Завожу обе нити рабочие на себя. И чтобы провязать следующую изнаночную, я эти нити перекрещиваю. Вот видите? Перекрещиваю. И провязываю зеленую изнаночную. Готово. Кромочные петли провязаны. Возвращаю рабочие нити на указательный пальчик и вяжу. Вторая петля также серая. Провязываю лицевую серую, изнаночную зеленой. А вот дальше у меня идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель зеленых. То есть лицевые я вяжу зеленой, а изнаночные, значит, серый. 1, 2, 3 пары, 4, 5, 6, 7. 7 пар. То есть на лицевой стороне это 7 зеленых петель. Проверю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И далее по схеме 1 петля черная, 1 зеленая, 1 черная. То есть чередуем 3 раза по 1 петле. То есть провязываю лицевую серой, изнаночная зеленой, а следующую лицевую зеленой, изнаночная серой. И еще раз лицевая серой, изнаночная зеленой. И далее опять 7 петель зеленой. 1, 2, 3, 4, да, 7 петель зеленой. Вяжу лицевая зеленая, изнаночная серая, лицевая зеленая, изнаночная серая. 7 пар петель. Сколько я провязала? 1, 2, 3, 4, 5, 6, еще одну. Зеленая, серая. Далее идет 1 петля черная, серая. Провязываю лицевую серую, изнаночную зеленую. И дальше опять 7 зеленых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязала 7 зеленых. Дальше опять идет 1 черная, зеленая, черная. Так и вяжу. Черная, зеленая, черная. Дальше снова 7 зеленых.
провязала 7 зеленых. И последние 2 петли на лицевой стороне серые. Провязываю серую изнаночную, зеленую, а последние 2 это кромочные, мы их не провязываем. Снимаю предпоследнюю нить за работой и последнюю нить перед работой. Все, 3-й ряд закончен. В 4-м ряду движемся в инверсном виде по схеме. Будет 2 петли у меня лицевые зеленые. Так, куда смотреть? Вот сюда. 2 петли лицевые зеленые, потом 1 будет серая. Ну, то есть вот внимательно нужно смотреть в инверсном виде, попробовать не запутаться мне сейчас тоже, делая съемку. Итак, показываю еще раз, как провязываются кромочные в начале ряда. Первая петля я провязываю зеленую лицевую, провязала. Вывожу рабочие нити перед работой и делаю перехлест, чтобы провязать изнаночную. Вот так вот были они перекрещены. И провязываю изнаночную. Есть. Возвращаю обе нити на рабочий указательный пальчик. И мне еще нужна 1 зеленая, изнаночная серая. Провязала 2. Теперь мне нужна 1 серая. Провязала 1 серую. Дальше мне нужно 1, 2, 3, 4, 5 зеленых. 1, 2, 3, 4, 5. Провязала 5 зеленых. Дальше мне нужна 1 серая, 1 серая, 1 зеленая, 1 серая, 1 зеленая и 1 серая. Так, проверяю. То есть по 1 петле у меня 1, 2, 3, 4, 5 раз, чтобы потом провязать 5 зеленых. Как это проверить? Вот у меня 5 зеленых было. 1, 2, 3, 4, 5. И потом по 1 петле. 1, 2, 3, 4, 5. Совершенно верно. Все правильно, пока не запуталась. Теперь 5 зеленых. 1, 2, 3, 4, 5. 5 зеленых. Дальше 1 серая, зеленая, серая. Так, изнаночную забыла провязать. Заметили? Угу. Изнаночную. Итак, 1 серая, зеленая, серая. Готово. И снова 5 зеленых. 1, 2, 3, 4, 5. 5 зеленых провязала. И дальше снова 5 петель одиночных со сменой цвета. Серая, зеленая, серая, зеленая, серая. 5 одиночных петель со сменой цвета провязала. И снова 5 зеленых. 1, 2, 3, 4, 5. 5 зеленых. 1 серая. 1 серая и 2 ну, в смысле, 2 краевые, они зеленого цвета. Зеленая, серая. И последние петли мы не провязываем, снимаем нити за работой и нити перед работой. Готово. Провязан 4-й ряд. Итак, девочки, дальше.
Да, сначала ряды будут даваться сложно, но поверьте, чем дальше, тем будет все проще и проще. И главное не терять рисунок по схеме. Давайте еще начальные петли покажу, как провязываются, и оставлю вас. Итак, мне нужно вязать 5-й ряд. Я пока не зачеркиваю, потом зачеркну обязательно. В 5-м ряду мне нужно начать с 2 черных серых петель, потом 1 зеленая, серая и так далее. Итак, первую петлю провязываю серую лицевую, перевожу рабочие нити на себя. Конечно, удобно, когда в двухстороннем жаккарде ниточки идут соло. Вот у меня двойная нить, я испытываю проблемы, но что поделать. Чтобы провязать изнаночную, я нити перекрещиваю и провязываю изнаночную. Готово. Кромочная петля у нас при таком способе будет очень красиво смотреться. Потом убедитесь в этом. Возвращаю нити на рабочий пальчик и вяжу серую, изнаночную зеленую. И пошла дальше зеленая, 1 серая и так далее. Я вчера вечером довязала шарф. Не смогла снять на камеру эпизод с закрытием петель, вернее, не успела, потому что это надо делать при дневном свете, а муж буквально вырывал из рук свою обновку, весь процесс меня торопил, давай быстрее, мне нужен шарф. Поэтому расскажу, что я здесь сделала. Последний ряд по схеме Наваха получился по лицевой стороне, я провязала, так схема построена. Следующий ряд по изнаночной стороне я взяла спицы на номер меньше. Основные спицы у меня 3,5. Для последнего ряда я взяла спицы 2,5 мм и провязала изнаночными петлями по 2 петли вместе. Да, получаются вот эти бороздки от изнаночных петель. И 2 края как бы получаются немножко по-разному, сделаны края. 2 конца шарфа получились немножко отличающимися. Как вариант, можно закрыть петли 2 полотен трикотажным швом петля в петлю. Я так делала в шарфе Тумба-Юмба. Потом, правда, мне захотелось сверху обработать край крючком, поскольку край был немножко такой закругленный. И тоже он был не фиксированный. Здесь все-таки получается более фиксированный край. То есть я провязала ряд изнаночными, объединяя петли вместе. И в следующем ряду закрыла петли обычным способом через протяжку, провязывая их изнаночными. Ваше право сделать, как вы считаете нужным. Возможно, найдете свой самый лучший вариант.